Всем привет! Сегодня сделаем очень вкусный, воздушный, нежный салат с ноткой пикантности. Именно вот эта нотка придает салату неповторимость. И все, кто его пробовал, сразу же просили рецепт. Вначале нам нужно будет подготовить некоторые продукты для салата. Итак, берем один свежий огурец и полностью весь огурец натираем на крупной терке. Отставляем натертый огурец в сторонку, пускай он постоит так, чтобы из него как можно больше ушло влаги. Затем берем шампиньоны и полностью все стараемся нарезать на очень крупные кубики. Для этого салата шампиньоны измельчать сильно не нужно, пускай они будут чем крупнее, тем лучше. Ну и после того, как вы нарезали все грибы, их нужно будет обжарить самым любимым для вас способом. Обжаренные грибы отставляем в сторонку, пускай они полностью остынут. Дальше нам понадобится заранее отваренные 2 куриных бедра. Вначале нужно будет отделить мясо от кости, а затем вот это все мясо, которое осталось из куриных бедер, нужно будет нарезать на крупные кубики, примерно таких же размеров, как вы нарезали грибы. Ну а дальше приступаем к сборке красивого салата. Сегодня в виде салатного кольца я буду использовать разъемную форму диаметром 18 сантиметров. На первый слой, как вы уже заметили, отправляем полностью все нарезанное кубиками куриное мясо. Берем вилку, либо же ложку, кому чем удобнее работать, и выравниваем куриное мясо равномерным слоем. На слой куриного мяса нужно будет сделать очень хорошую сетку из майонеза. На следующий слой мы будем отправлять натертый огурец на крупной терке. Предварительно я его еще отжал, чтобы убрать как можно больше из него влаги. Это для того, чтобы салат наш не поплыл. Слой из огурца выравниваем, и его нужно будет обязательно посолить. Затем опять-таки нужно накрыть сеткой из майонеза. Затем берем один плавленый сырок, его прямо сюда сразу же в салат натираем на крупной терке. Чтобы к терке ничего не прилипало, ее нужно предварительно смазать с двух сторон подсолнечным маслом. Ну а дальше мы будем придавать пикантности нашему салату. Берем 2 зубчика чеснока, натираем его на мелкой терке и стараемся равномерно распределить по этому слою из плавленого сырка. Ну и после того, как у вас получилось более-менее равномерно распределить чеснок, наверх на сыр с чесноком сетку из майонеза делать не нужно. На следующий слой мы отправляем обжаренные и уже остывшие полностью все грибы. Смотрите, после обжарки они немножко уменьшились в размерах, но они остались вот такими вот крупными. То, что я говорил вам в начале ролика. Наверх на грибах мы сетку из майонеза делать не будем. Берем еще один плавленый сырок и опять его натираем на крупной терке. Смотрите, вес одного плавленного сырка у меня 70 грамм. Для салата нужно будет 2 таких плавленых сырка. После того, как вы и этот слой из сырка выровняли, нужно будет опять взять 2 зубчика чеснока, опять нужно будет натереть его на мелкой терке и равномерно распределить. Этот слой из сыра и чеснока нужно будет накрыть сеткой из майонеза, для того, чтобы последний слой нам хорошо держался в салате. Смотрите, грибы мы не солили, не перчили, потому что когда мы их обжаривали, мы добавляли свои любимые специи. Ну а на последний слой мы будем использовать 2 отваренных вкрутую куриных яйца. Их нужно будет натереть на мелкой терке. Натертые яйца аккуратно выравниваем, чтобы получилось все равномерным слоем. Чтобы верхний слой из яиц не был слишком сухим, делаем красивую сетку из майонеза. Можно, так сказать, сделать ее какими-то узорами. Непосредственно перед подачей нужно будет как-то украсить салат, чтобы слишком не заморачиваться. Я сделал по кругу салата вот такое вот небольшое кольцо из мелко нарезанного укропа. Затем аккуратно снимаем салатное кольцо. Дадим салату хотя бы час-полтора, чтобы он немножко настоялся, немножко пропитался. И вуаля! Очень вкусный, нежный салат с ноткой пикантности у нас будет готов. Салат получился несложный, но очень обалденно вкусным. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Вот такой вот пикантный вкусный салат у меня получился. Если вам понравилось, поставьте лайк, поделитесь видео с друзьями, напишите в комментариях свой любимый рецепт вкусного салата. Ну а я в свою очередь рекомендую с 1000% уверенностью попробовать вам этот салат. Я уверен, он вам очень понравится. Всем пока, всем до скорой встречи на канале Аппетитная кухня.